На нашей медицинской площадке совершенно необычные люди. Но прежде чем мы поговорим с этими людьми, я хочу обратиться к Дмитрию Николаевичу Шубину. Дмитрий Николаевич, что у вас происходит? При всем шуме и гамме в нашем зале у нас есть пациент, я хочу сказать, действительно пациент, есть гость, который просто уснул. И в данный момент, смотрите, дремлет. То есть, скорее всего, учитывая его конституцию, учитывая его возраст и то, что он в такой эмоциональной атмосфере заснул, скорее всего, у него есть нарушение сна ночного, как мы называем, ночное апноэ. Я хотела спросить, мы теперь будем шепотом разговаривать? Нет, конечно. Или все-таки мы его разбудим и продолжим? Друзья, симптом – дневная сонливость. Просыпайтесь, пожалуйста. Он просыпается. Мы рады, что вы снова с нами. А вот теперь я хочу пригласить к нам докторов. Итак, ночная остановка дыхания. Первый наш гость и эксперт, профессор и доктор медицинских наук Роман Вячеславович Бузунов. Роман Вячеславович, подходите к нам, пожалуйста. Я хочу попросить нашего пациента, чтобы вы нас сегодня внимательно слушали. Итак, вы уснули у нас в студии. Бывает, не обижаемся. Симптом – дневная сонливость. Связан с болезнью. Как называется эта болезнь? Эта болезнь называется синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Вот когда мы видим людей, засыпающих днем, вы можете так, как профессионал, как президент Российской ассоциации сомнологов, сказать, это наш человек или нет? А, как правило, порой достаточно с расстояния 15 метров посмотреть на этого пациента и сказать, это мой пациент. Обычно это крупный человек с такой гиперстенической конституцией, с плотной шеей, с таким багрово-синюшным отечным лицом. Вот это, как правило, очень характерный внешний вид пациента, который страдает расстройством дыхания во сне, тяжелым храпом и болезнью остановок дыхания во сне. Наш пациент похож на такого человека, правильно? Да. Итак, остановка дыхания во сне. Что происходит при остановке дыхания во сне? Ну вот смотрите, мы вам показываем кровоснабжение головного мозга, да? Вот артериальная кровь, которая должна в головной мозг приходить с нормальной частотой, с нормальной пульсацией сердца. Что происходит, когда человек задерживает дыхание? По сути, кровоснабжение мозга нарушается, то есть достаточного количества крови до мозга не доходит. И кислорода. Разумеется, и кислорода. Мозг голодает. Я просто хочу такой опыт предложить провести. Вот вы можете взять сейчас свой пульс. 3 пальца к основанию большого пальца. Пульс нашли. Вот надо ритм своего пульса отсчитывать. Ногой. Ногой. Вот смотрите, мой пульс. Вот моя нога бьет. Вот я задерживаю дыхание. Апноэ. Апноэ. Пульс урежается. Причем существенно урежается. Сердцу не хватает сил добросить кровь до мозга. Вот что происходит. Остановка дыхания во сне. В мозг не поступает кровь, не поступает кислород. Что с сердцем происходит? Действительно, когда перестает человек дышать, резко падает насыщение крови кислородом, а сердце, оно быстро потребляет кислород. И для того, чтобы как-то сберечь себя, оно начинает тормозиться и медленнее работать, и, соответственно, меньше потреблять кислорода. Но порой это может переходить вообще в полную остановку сердца, блокаду сердца на 3, 5, 10, 15 секунд. Ну, слава богу, оно потом все-таки мозг просыпается, подает команду, человек начинает дышать, и сердце опять начинает работать. Но оно может не сработать когда-то. И у пациентов с тяжелым апноэ сна риск умереть во сне, к сожалению, достаточно высок, и в частности из-за остановки сердца. Прежде чем прерваться на рекламу, покажем вам, какое обследование вы должны пройти в обязательном порядке. Это так называемое обследование во сне или сомнологическое обследование. На вас висят электроды, они считывают электрокардиограмму, они считывают храп, они считывают частоту дыхания, они считывают насыщение крови кислородом. Вот так вы спите всю ночь, а врачи наблюдают за вами и регистрируют все показатели без исключения. Параллельно ведется видеозапись для того, чтобы потом сопоставить поведение пациента с теми эпизодами остановки дыхания во сне, которые доктора увидят. Вот такой анализ позволяет увидеть периоды, когда дыхания нет. И вот тут показаны синие линии, когда сердце тоже не работает.
программа «Жить здорово», дорогие друзья. Мы говорим про медицину. Наша тема сегодня – остановка дыхания во сне. У нас два врача-эксперта. С первым доктором мы уже поговорили. Это президент Российской ассоциации сомнологов Роман Вячеславович Бузунов. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену доктора, который занимается прямым лечением остановки дыхания во сне с помощью хирургических методов. Игорь Михайлович Бранован, директор Института уха, горла и носа в Нью-Йорке, который работает в Москве. Игорь Михайлович, вот у нас макет. Я хочу, чтобы вы нам показали, где место, мешающее прохождению дыхания. Что вы должны убрать? Проблема в том, что она везде может быть, потому что она может быть в районе носа. У нас может быть искривлена перегородка, полипоз, аллергические проблемы. Тогда человек плохо дышит носом, в результате этого дышит ртом. И вибрация ткани – это храп, западание основания языка и маленького язычка-неба – это апнея. Проблема может быть с размером языка. Язык может быть гипертрофирован. Увеличен. И основание западает, перекрывает доступ кислорода в легкие. И давайте подойдем вот к этому макету, и вы нам расскажете, что можно сделать хирургически. Я хочу профессора Бузунова тоже к нам пригласить. Роман Вячеславович, вы от нас не уходите. И очень хочу, чтобы вы оба внимательно посмотрели на нашего пациента. Конечно, внешне полный мужчина с короткой широкой шеей, засыпающий днем, но, что называется, к бабке не ходи, у него есть остановка дыхания во сне. Понятно, что первая рекомендация вам – это обследование. Поговорите с профессором после программы. Вторая рекомендация – до хирургии. Это использование специальных приборов, с которыми вы должны спать. Когда вы своим пациентам говорите, мы терапевты, больше не можем, идите к хирургам? Здесь ситуация такая. Если мы видим явные анатомические проблемы на уровне глотки, огромные миндалины, которые порой, такой термин, целуются посередине глотки, соприкасаются, это без сомнения должен делать лор-хирург операцию. Избыточный небный язычок, проблемы с носовым дыханием, то есть явные анатомические дефекты на уровне глотки должны быть устранены. То есть если здесь что-то найдено анатомическое, надо оперировать, нечего в игры играть и пытаться вылечить терапевтически. Да. Еще что очень важно, и вы посмотрите, как правило, это грузный человек. Программы снижения массы тела чрезвычайно эффективны. Достаточно на 10% снизить массу тела, чтобы в 2 раза облегчить нарушение дыхания во сне. То есть если у вас, например, вес 100 килограммов, надо похудеть всего на 10. И, наконец, хирурги, вам слово, что вы делаете? Если человек прошел полное обследование, если мы выявили, где, на каком уровне преграда для дыхания, мы можем конкретно решить эту проблему. Если на уровне носа, решаем легкой операцией, удалением полипов, исправлением перегородки. Если же это глубже, у нас 2 задачи. Первая – убрать ту ткань, которая перекрывает… То есть вот этот язычок. Это язычок и мягкое небо. Его нужно укоротить и подтянуть. Почему подтянуть? Потому что мы же все знаем, что когда откладываются жиры, они не откладываются в одном месте, они откладываются по всей поверхности ротоглотки. Поэтому, удалив один кусочек язычка маленького, мы ничего не добьемся. Нам надо как бы сделать что-то вроде липосакцию. И все подтянуть, сделать стройненьким, открытым. Это делается за счет удаления лишних тканей и подшивания определенным образом, чтобы натянуть все как струну. Какие у вас к нам вопросы? Скажите, пожалуйста. У меня еще и инсульт был после этого во сне. Инсульт был? Вот остановка дыхания во сне – это, между прочим, одна из причин инсульта. Поэтому не плачьте, не плачьте. Но, пожалуйста, не плачьте. Мы обязательно вам поможем. Так. Сегодня останемся после программы. И обязательно с вами подробно поговорим. Ладно? Не переживайте. Это не великая проблема. Это все лечится. Понятно? Ну, давайте похлопаем нашему прекрасному гостю. Игорь Михайлович, Роман Вячеславович, ну,
надо помочь. Ладно? Надо Стараемся. помочь. Не переживайте. Все вопросы с вами решим. Досконально, от первого до последнего. Ладно? Не переживайте, пожалуйста. Спасибо вам большое. Мне больше нечего сказать. Забирайте пациента. Ладно? Спасибо вам большое. Друзья, нам осталось поговорить про дом.